Сегодня мы разберем 401 главу моей геройской академии, где произошло то, о чем я и говорил в прошлой главе. Все за одного выкинул свой скрытый козырь, тем самым полностью перевернул ход боя. Только у всемогущего появился шанс нанести противнику решающий удар, так теперь видно кровь, разлетающуюся от удара в ВЗО. Дорога к Шигараке открыта, а значит Деку станет в разы хуже. Я, конечно, в ролике по прошлой главе ожидал поворотного момента, но чтобы так жестко, у меня аж мурашки по коже пошли. Но также напоминаю, что прочитать свою любимую манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 401 глава манги моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выход глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено под главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выход с 401 главы. Начинается повествование с того, что нам объясняют, как вообще здесь появился Пятно. О ситуации на поле боя он узнал из разговора Ингениума и Шота, после чего, следуя по местам разрушений вследствие битвы ВЗО и Всемогущего, в конце концов ему удалось добраться к их нынешнему местоположению. По пути к ним он также собирал предметы, на которых были пятна крови, уцелевшие от дождя и ветра. Однако тут еще нужно было понять, кому именно она принадлежала, ибо в случае ошибки убийца героев мог вместо того, чтобы помочь Всемогущему, наоборот сыграть на руку злодею. Вот только, к счастью, благодаря своему чувствительному к крови носу, ему удалось определить, кому принадлежала кровь. Да и к тому же он уже был знаком с запахом Всемогущего, что очень помогло в поиске нужного материала, вследствие чего ему удалось обездвижить ВЗО. Сам убийца героев прибыл в эту мясорубку лишь потому, что он до сих пор верил во Всемогущего, символа мира, для большинства из которых его уже не было. Пятно был твердо убежден, что героем мог зваться только тот человек, душа которого яростно горит в помощи и служении другим, без явной наживы на это. Что, собственно, и демонстрирует сейчас Всемогущий, хоть он и бывший герой без причуды, но даже сейчас он считает своим долгом противостоять ВЗО, который намеревается уничтожить бесчисленное количество жизней. Также убийца героев размышлял и над нынешним состоянием Всемогущего. Он знал, что теперь у него нет больше силы, однако Пятно верил, что даже если Бог пал ниц на землю, подразумевая под этим Тошинори, и теперь его душа стала немощной и смертной, то вопреки всему, даже таким нужно давать возможность бороться за свою жизнь. И Пятно очень надеется, что Всемогущий понимает, что ему нужно делать, видя, каким он ранее был подавлен. А Кагура хочет, чтобы его символ мира продолжал жить и бороться, прямым текстом заявляя, что Всемогущий должен выжить. Тошинори же осознавал ранее сказанные им слова, и поэтому сейчас он мчится на всех парах к телу ВЗО, чтобы вместе с убийцей героев нанести противнику фатальный урон, тем самым одержав эпохальную победу, устранив угрозу, способную свести на нет все их прежние усилия. Однако тут ВЗО делает внезапный ход, высвобождая кровь благодаря принудительному кровопусканию, что Пятно, что Всемогущий охренели от подобного хода оппонента, ибо были полностью уверены, что он был намертво обездвижен. Но убийца героев не видел в этом приеме ничего неординарного, говоря, что даже если противник и выбросил свою кровь, то она все равно остается той же самой, пытаясь слезать ее, вновь активировав парализацию. Вот только все за одного он начал глумиться над ними, поскольку благодаря причуде метаморфоза антигена ему удалось полностью изменить состав своей крови, а значит теперь Акагура больше ничего не сможет ему сделать. Я вам скажу даже больше, ВЗО знал, что убийца героев придет сюда и попытается что-то предпринять, ведь он был единственным заключенным, который отверг все за одного из
сам сумел сбежать из Тартара. После чего, используя новообразование на спине, ВЗО хватает пятно и с неимоверным усилием бросает его, проламывая по траектории несколько кварталов. Такая атака буквально сразу же вывела из строя убийцу героев, и наверняка после такого сражаться он уже был не в силах. Все за одного же на этом не останавливался, решив перед его уничтожением забрать причуду сгусток крови. Попутно благодаря пятно за все, что он сделал для роста Лиги Злодеев и Томуры Шигараки как истинного злодея. Вот только на этом его роль была закончена. А Кагуру, в свою очередь, не о чем было сожалеть, ибо благодаря всемогущему, который научил его тому, какой должен быть настоящий герой, он сумел сделать огромный вклад в историю, выводя в идеал образ абсолютного героя и карая тех, кто намеревался нажиться на этом, говоря, что этот процесс больше не остановить. В последний раз воскликнув слова наследия символа мира «Живи и побеждай», всемогущий, в свою очередь, на всех парах летел спасти пятно и предотвратить атаку противника. Однако ВЗО, что есть мочи, одним решительным ударом размазал тело Акагура, после чего тут же переключил свое внимание на Тошинори, которого он решил вынести дальней атакой. Сам же всемогущий вовсе не был готов к подобному исходу событий, но ему повезло, поскольку один из уцелевших щитов Геркулеса прибил на его защиту. Вот только удар был настолько мощным, что поврежденный щит плюс нынешнее состояние бронированного костюма банально не выдержали этого массивного натиска. И сейчас состояние Тошинори было невероятно удручающим. В его голове невольно всплывали голоса с призывом двигаться и действовать, но всемогущий не в силах был даже просто встать на ноги, ибо сил у него практически не осталось, так и еще и кости его ног были полностью раздроблены предыдущей атакой противника. А без бронированного костюма, поддерживающего движение, Тошинори не способен будет даже уклониться, не то что сражаться. Полностью разбитые, всемогущему мерещились образы Наны и Ночноглаза, которые умоляли его двигаться и делать все возможное, поскольку его история все еще не закончена. Он и сам понимал это, что больше ничего не сможет сделать в этом состоянии. Однако, вопреки всему, старик, впираясь на руки, старается заставить тело двигаться. Честно говоря, не представляю, чего всемогущий пытается этим добиться, ибо с таким израненным телом, без оружия и поддержки, он ничего не сможет противопоставить злодею. Да даже если Тошинори воспользуется крупицами силы одного за всех, то этого все равно не хватит, чтобы победить ВЗО. Если ему даже удастся получить возможность атаковать, технически всемогущий полностью был уничтожен, ведь он сейчас вовсе не в состоянии сражаться, а его главная задача, подальше отвести оппонента от Шигараки, полностью провалена, ибо на заднем фоне превозмоганий Тошинори было видно платформу, на которой сражались Томура и Мидория, а значит, даже если ВЗО и не добьет его, что безусловно ему вовсе не трудно сделать, так как сейчас всемогущий был полностью беззащитен и передвигаться толком не мог. Но даже если злодей этого не сделает, то он уже может с помощью грязевого телепорта добраться к Шигараки, и тогда Изуку может стать сражаться еще труднее, нежели раньше. А вспоминая его былое выражение лица, сразу было видно, что даже сейчас ему очень трудно. Кстати, после предыдущего ролика по главе у нас был опрос, где мы решали, кто победит в этом сражении. И как мы видим, результат пока был совершенно противоположен реальности. Так что давайте, как и в прошлый раз, устроим опрос в сообществе Ютуба, где вы решите, что будет в следующей главе. Сам я пока представляю следующий сценарий. ВЗО не станет добивать Тошинори, поскольку с него уже нечего взять, а сразу телепортируется к Шигараки. Единственное, что я пока не понимаю, чего добивается всемогущий, то что он все еще не опустил руки, но что в этой ситуации вообще можно сделать? Короче, есть шанс, что что-то произойдет, но для безопасности самого же Тошинори ему бы стоило ничего не делать, поскольку если он выбесит ВЗО, тогда он точно труп. А так у него есть возможность выжить, он и так без причуды сделал многое и сильно урезал время противника, что может еще сыграть всем на руку, когда тот доберется к Шигараки, но его смерть ничего не принесет. Единственное, что он может появиться в сознании Деку среди всех обладателей одного за всех, если это возможно. И тогда в теории это может вызвать у Мидори режим берсерка, но до этого еще стоит дожить. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org.
А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Check the chart. I'm stepping, motherfucker. Look at my habit bar.